Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать июль, август и сентябрь, ведь астрономическое лето началось у нас 21 июня и закончится 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части нашей планеты вы будете находиться на момент включения астрономической осени. Как обычно, это гороскоп общий, но я буду рассказывать еще информацию для каждой декады девы. Ведь кто смотрит меня давно, знает, что работает с первой декады, совершенно по-другому работает со второй или с третьей декады. Да? Этот гороскоп вы можете смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И если вы солнечная дева, то первая декада – это все те, кто родился в августе. Вторая декада солнечных дев, если вы родились с 1 по 10 сентября, и третья декада, если вы родились с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Если вы дева по асценденту, делите 30 градусов знака Девы на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попал с 21 по 30 градус знака Девы, тогда вы третья декада Девы по асценденту. И да, если ваш прогноз и ваши мироощущения не совсем совпадает с тем, что я говорю для какой-то декады именно по асценденту, тогда что-то неправильно с временем вашего рождения, потому что, как правило, почти всегда, больше чем 90% случаев моей практики, время бирочное или то, которое запомнила мама, оно на 5, 10, 15, а то 20 и 30 минут бывает то в плюс, то в минус. Вот такая история. И не потому, что мама забыла или врачи не так написали, потому что, ну, кто контролировал часы в родильном отделении. Ну что, дорогие, поехали. У нас на это лето очень много событий. Если вы, конечно, уже смотрите на новостную повестку, то вы прекрасно понимаете, к чему все идет. Хочу сказать сразу. Для того, чтобы качественно девам прожить это лето качественно в свою пользу, а не в пользу каких-то там мировых событий, скажу, что нужно максимально вот сейчас с этим гороскопом взять свой ежедневничек и начать записывать максимально четкий и честный план для себя на это лето. Потому что эмоциональная составляющая, она будет очень большая. И здесь нужно приземляться и понимать, куда же все-таки мы идем. Для этого нужен план. И если в июле у нас сейчас до 23 числа идет ретроградный Меркурий по знаку Рак, ваш единственный управитель, весь месяц в эмоциональном состоянии, то есть у вас внутреннее копание, самокопание, переживание, ваши страхи, волнения, могу ли я, не могу ли я, получится ли у меня, да, то есть это вот такая история сомневаться, то с 20 июля здесь девам станет полегче, потому что ретроградный Меркурий выйдет в квадратуру с Сатурном, а это приземление, желание действовать, потому что Сатурн идет сейчас по Овну, и это такой момент, когда нам хочется что-то делать, включаться, зарабатывать, включаться в карьеру, в работу, брать должность. И вообще для дев и первой, и второй, и третьей декады это такие очень важные моменты на это лето, потому что сейчас до конца июля Меркурий уже будет в квадратуре с Сатурном. И потом хочу сказать, что у нас будет Юпитер в гармоничном аспекте с Сатурном и будет влиять вообще в принципе на всех дев в августе. Там еще и будет Меркурий уже не ретроградный в соединении с Юпитером, когда включится у нас коридор затмений с 12 по 28 августа, когда такой наступит момент такого большого проявления, выплеска вот таких всех эмоций, движений, ощущение, что где-то вы давно засиделись, вот в августе будет такое мощное включение. Но и сентябрь, не могу сказать, что он будет простым каким-то, что он будет каким-то незаметным. Для дев будет заметно и для второй, и для третьей, для первой уж 100% очень сильно заметно это лето. Я думаю, девы первой декады, вы с 26 апреля уже заметили, как жизнь начала быстро меняться, ускоряться, форсировать события, да, поэтому у нас очень много событий. Здесь, конечно, нужно это понимать. И основное,
Кармические узлы в это лето у нас меняют знак, выходят с оси Девы, Рыбы, меняют ось, движутся в знак Лев, Водолей. То есть для Дев это очень важное такое событие, послевкусие которого вы будете еще наблюдать в своей жизни и в августе. То есть не будет такого, что 27 июля кармические узлы вышли с влияния на ваш знак, и все, жизнь как-то вот сразу все стало по-другому. Нет, все послевкусие остается еще на весь август. Вот такая история. Ну что, дорогие, я надеюсь, вы налили себе что-нибудь вкусненькое, готовы записывать, планировать, выделять для себя важное. Я начинаю гороскоп по декадам, и общая информация тоже будет. Но, тем не менее, если делать такой итог, да, по июлю, то у нас буквально на днях 9-10 июля Венера из яркого знака Льва переходит в знак Девы и до 7 августа будет находиться в вашем знаке. И это очень потрясающая для вас история. Все-таки есть девы, которые хотят любовные отношения в свою жизнь притянуть, и это будет очень хороший период для этого как раз-таки, да. Здесь нужно быть максимально, наверное, четкими и честными, понятными, куда же хочется все-таки вам прийти, потому что однозначно середина июля будет максимально напряженной. Здесь еще не от того, что даже Венера будет в квадратуре с Марсом, когда захочется где-то в отношениях ругаться, спорить, скандалить, где-то отстаивать свое, либо же если у вас это будет играть не в отношениях, когда захочется вот так вот уйти в закат, бросить все, от всего отказаться. Если это будет у вас в финансах, то здесь нужно все-таки максимально приземленными становиться. Венера, когда переходит в Деву, здесь четкое планирование, рациональность, никаких действий вправо, влево, необдуманных поступков, как в финансах, так и в отношениях быть не должно на этот месяц. Но в июле очень захочется. В середине июля очень сильно захочется это делать. Сложность июля в чем? У нас на небе с середины июня работает оппозиция Юпитера с Плутоном. Точная оппозиция, прям вот точный самый напряженный аспект будет с 12 по 28 июля. Самая максимально напряженная история. Продолжится эта история еще с нами до 17 августа. То есть с коридором затмений будут все эти истории мировых событий, влияния на нас однозначно давить. Под действием этих событий у многих будут меняться жизни. То есть у Дев первой декады, так это однозначно, точно, 100% так. И это будут какие-то резкие изменения, это будут обнуления по какой-то сфере жизни, либо же это в финансах, либо же это в отношениях. То есть здесь нужно таки понимать. Юпитер в оппозиции с Плутоном вообще на самом-то деле это очень хороший аспект для заработка денег. Собственно, это и, наверное, хочу сказать в самом начале, что девам в этом июле, несмотря на то, что месяц такой достаточно эмоциональный, нельзя вам уходить в свои какие-то иллюзорные истории, в моменты рефлексии, где-то себя губить, где-то говорить, что вы недостойны, как-то с вами что-то не так, у вас не получится. То есть если девы первой декады могут здесь падать духом и сказать, как-то резко в моей жизни все изменилось, я не знаю, что делать дальше, а дальше просто делать. Берем книжечку и пишем план. Пишем план, в середине июля уже ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Сатурном, и это однозначно история приземления. Да, такой честности, где-то неприятной честности, где-то не такой иллюзорной, как красивая картинка, да, но тем не менее, если вам с этой историей будет понятно, девы первой, второй, третьей декады, будет идти все очень даже хорошо. У девы второй декады здесь может быть такая история, что как-то вот долги давят, что финансовые истории не закрыты, с работой вопрос не решен, денег нет. То есть здесь нужно решать вопрос ответственностью.
То есть понимать, что наигрались ли вы на своем уровне жизни, на котором вы живете сейчас, вам хочется большего или нет. То есть если вам хочется больше, значит это только брать ответственность больше, то есть брать новую должность, брать новые какие-то там обязательства, да, как минимум спланировать вообще свой план, график дня, расписание, двигаться вперед. Без этого просто в принципе никак. Этого я сейчас всем девам говорю, потому что эта история будет работать еще и у дев первой декады. Ну, без Сатурна вообще никак, без стабильности, без приземления. У дев третьей декады эта история такого отложенного спроса на 2027 год. Она переходит, когда Сатурн все-таки будет просить вас максимально стабилизироваться, и уже там будет такой неприятный ключ, если все-таки вы это не сделаете сейчас. То есть, сделав сейчас, прийти к своей стабильности, ответственности, урегулировать свои финансы, не тратить по пустякам, максимально четко убрать какие-то ненужные траты, сейчас говорю всем девам, это самое потрясающее, что вы можете сделать для себя в ближайший месяц. Ну, а, конечно, в августе там прямо классное такое ускорение, движение вперед, развитие в своих финансах. Очень хороший подъем, очень хороший подъем. Но для этого нужно закрыть все те моменты, с которыми, да, сейчас, возможно, не согласны. Потому что оппозиция Юпитера с Плутоном – это когда мы где-то с кем-то максимально не согласны. Не согласны там с какими-то своими моментами, что мы раньше где-то сделали не так и не можем себе признать где-то свою неправоту, но для того, чтобы иногда исправить какой-то момент, нужно сказать, что мы где-то повели себя некорректно и начать делать как надо. Это максимально просто быстро, и настроились на свою волну, стали максимально девами, честными и продуктивными. И тогда вообще у вас все будет классно. И да, в этом июле наладить контакт с Сатурном, с ответственностью, режим дня, распорядок, закрытие долгов, ненужных трат, честно себе максимально сказать, что же хотите сделать, вообще кем хотите стать, когда вырасте. Это такая важная история для дев. И если у дев первой декады здесь резкие изменения в жизни, на аспектах Урана захочется переехать, сменить работу, открыть бизнес, начать меняться, запускать какие-то новые проекты. Очень классная для этого история. Тогда убирайте все ненужное, что уже давно не дает стимул к развитию. Где второй декады, однозначно здесь история только пока с Сатурном. Эмоциональные все вопросики нужно решать, нужно уметь договариваться с собой, договариваться с людьми, опять же, на урегулирование вопросов, которые давным-давно вы не можете решить. Опять же, здесь вопрос как с недвижимостью, не закрытый вопрос, как и наоборот, начать выстраивать для себя вопросы к приходу своей недвижимости, то есть обретение своей недвижимости. Для этого нужна, естественно, стабильный доход, работа нужна, которая будет вас постоянно подтягивать наверх. И у дев второй декады должно очень сильно получиться эту историю сделать. Я только для этого вот записываю вот так, возможно, занудно, подробно гороскопы, потому что мой гороскоп может улететь как красивая сказка, если ничего не делать. И надеюсь, там вот Женя сказала, да, что в августе все равно же будет классно в коридор затмений, тогда вот можно подождать. Не будет классно, если не делать в июле. То есть если не разгрести завалы своей жизни в июле, в августе не будет классно. Эти завалы просто перейдут на август. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь максимально в этот эмоциональный месяц, девы второй декады, включайтесь, убирайте все ненужное, договаривайтесь с тем, чтобы улучшить свою жизнь, решайте свои вопросы, финансовые вопросы, обязательства, ответственность. Если в отношениях у вас где-то есть нерешенная история, решайте ее, договаривайтесь. Постарайтесь не разрушить свои отношения своим каким-то максимально приземленным взглядом. Будьте более пластичны, гибкие. Все-таки в этом июле у нас Меркурий в знаке Рак, а это всегда нужна такая гибкость к пониманию другого человека. Девы третьей декады. У вас этот июль может вас напугать. Но опять же, он вас может напугать, потому что где-то вы просели и не пошли в свою реализацию.
На небе очень мощная оппозиция Юпитера с Плутоном, и могу сказать, что она в ближайшую неделю не закончится, то есть в момент влияния власти, отстаивания своих интересов. Мир будет очень сильно меняться, и регулирование власти тоже будет меняться, то есть игроки на рынке, на глобальном, тоже у кого-то будут резкие обнуления, обрушения, сильные поднимутся, кто ориентирован на людей все-таки работает для человечества, это будет подъем, а те, кто просто набивают бессмысленно себе карманы, там будет история такая очень сложненькая, да, то есть здесь нужны смыслы, движение вперед. И для дев третьей декады, вот месяц, я бы так сказала, такой немножечко философский, но он может затянуться еще и на август и на сентябрь. Лилит сейчас с середины июня идет по третьей декаде Стрельца, делает квадратуру к девам третьей декады, к Солнцу или к асценденту. И это история, когда нам страшно, когда мы считаем, что мы недостойны успеха, когда мы считаем, что мы не получимся, что у нас не получится, что мы не такие, что мы какие-то странные, что нам вообще этот мир непонятен. Одним словом, что у нас как бы нет будущего, нет развития. И здесь вот это такой внутренний кризис своих страхах, волнений, переживаний, еще эмоциональная такая новостная повестка, которая будет давить, да, будет делать тоже еще свое дело. Опять же, хочу сказать, что у дев третьей декады основной мощный вопрос здесь, даже солнышко пришло светить вот так вот очень, да, максимально для дев, потому что не было вообще его сегодня целый день. Это история того, что нужно бороться со своими страхами и наладить отношения с финансами. Захочется резко здесь в июле куда-то свои деньги направить не туда, куда надо. Будьте с этим аккуратны, потому что все-таки приземляет и Сатурн, управитель ваш. Здесь нужно четкое планирование. И весь июль будет сохраняться настроение еще и в отношениях чего-то там натворить, потому что Венера к концу июля будет идти по знаку Девы в квадратуре с Марсом. А это история, когда захочется резко уйти в закат, ни за что не отвечать, не брать ответственность. Но опять же, если вы сильный духом человек, тогда для вас эта история может очень хорошо пройти как такой тренинг личностного роста, когда вы можете выписать все свои страхи, волнения, переживания о себе, чего же вы на самом деле боитесь, потому что июль для вас хороший месяц для того, чтобы пойти в развитие, пойти в новое, пойти в новые знакомства, контакты, связи, посещать мероприятия, выставки, новые встречи, встречаться с большим количеством людей, при всем при этом учиться договариваться, писать в свою книгу новые полезные важные контакты для своего развития, которые приведут вас потом к обучению. Очень хороший месяц, чтобы учиться, образовываться, включаться в прямом смысле в развитие, потому что по истечении этого лета, осенью, Юпитер будет в третьей декаде Льва. И эта история будет очень хорошо влиять на дев третьей декады. И здесь будет очень классный такой скачок. То есть осень у дев третьей декады будет очень такая яркая, мощная. Опять же, она может быть и противоречивая, да, она может и с вашим таким большим подъемом и ускорением вперед. То есть если где-то сейчас вы можете быть как-то скрыты, спрятаны, и у вас может не получаться выйти вот так вот в общество, в люди, да, но вы тем не менее будете с собой работать, или даже находясь в каких-то таких важных кругах вас будут не замечать, то осенью вы резко станете видными, заметными. То есть и в работе все то же самое у вас заметят и на работе, вас заметят, то есть в найме вы работаете или в личных каких-то историях, да, то есть это своя работа. Конечно, август еще очень сильно покажет, насколько вы сильны как специалист, как профессионал. И здесь ни в коем случае нельзя ждать вот этого августа. Очень хороший период сейчас в июле стать стойкими, не уходить в какие-то непонятные связи, контакты, разрушения своей жизни, а идти как раз-таки в то самое нужное развитие, которое я таки и говорю. В работе, в карьере развиваться, продвигаться, убирать все свои боюсь, страхи, переживания какие-то. Со всеми бывает. Реально. Мы все люди, и мы все боимся.
связываться с новыми людьми, через знакомых постараться улучшить свою жизнь. И да, вам будет казаться, что как-то, а как это я не сам, не сама, как это через связи? Легко. У нас июль – это вообще месяц, когда нужно максимально подключать связи. Это я сейчас говорю девам и первой, и второй, и третьей декады. Нужно максимально подключать связи, знакомства и через них действовать для того, чтобы жизнь улучшалась побыстрее. Форсировать события, не сидеть и не ждать. Вот такой июль, и хочу сказать, что более четкое планирование придет у нас с 12 июля, когда как раз-таки Меркурий будет приземлен Сатурном. 14 июля у нас новолуние в Раке. Этот лунный цикл у нас продлится до 12 августа. 12 августа у нас включается новый лунный цикл с коридора затмения. Это новолуние во Льве, чувствуете, да? Новолуние во Льве с коридором затмений, и там у нас вообще все будет очень классно и прекрасно, если мы, конечно, в июле сделали гениальную просто работу над собой. 27 июля у нас уходит в ретроградное движение Сатурн, и до середины декабря 2026 года это момент разбираться со своими долгами, финансами, улучшать свою финансовую составляющую, вставать на ножки материального фундамента, не на иллюзорные какие-то лайки, комменты, а на фундамент, который будет четко показывать, как мы крепко стоим на ногах. Это я сейчас всем девам говорю. 27 числа, буквально через несколько часов после включения ретроградного Сатурна, кармические узлы покидают знак Рыбы, Девы, переходят в ось Льва, Водолея. По этому случаю ждите от меня кармический гороскоп для каждого знака зодиака по декадам, все как вы любите. Но если коротко, скажу, что с этого периода наша жизнь будет очень сильно ускоряться. И для девы будет максимально потрясающая история, если у вас будет свой фундамент. А фундамент, он материален. Либо в виде своих финансов, либо в своих навыках, знаниях, интеллекте, который вы можете монетизировать, потому что эта история будет очень популярна. Мы идем в век очень ленивых людей, и если вы обладаете навыками, знаниями, качеством, умеете работать руками или мозгами, неважно как, вы будете зарабатывать очень хорошие деньги, поэтому здесь, дорогие девы, финансовый гороскоп для вас тоже, кстати, вышел, не набрал каких-то, то есть он откликов не получил, поэтому кто еще не видел, возможно, потому что YouTube его просто не показал, такое, к сожалению, тоже бывает. И да, заканчиваем июль мы 29 числа полнолунием в Водолее. И хотелось бы сказать, что вот кармические узлы поменяли знак, и вот как-то вот мы это сразу заметим, и девы тоже это сразу заметят, особенно первые декады, у кого сейчас финальные аккорды, да. Но еще весь август у нас будет послевкусие этого события, поэтому здесь просто-таки понимаем, идем в своем темпе, движемся туда, куда нам надо, и не одеваем розовые очки. Очень сильно захочется их надеть на себя. Вот. 29 июля полнолуние в Водолее. Солнце в соединении с Юпитером во Льве, Луна в соединении с Плутоном в Водолее. Очень много гармоничных аспектов на Уран, на Сатурн, на Нептун. Тем не менее, Венера находится в гармоничном аспекте с Меркурием. Здесь движемся вперед, налаживаем свои связи, отношения, потому что с 20 июля хороший момент, кстати, для гуляний, свиданий, встречаний, для дев второй и третьей декады. То есть здесь очень хороша романтика. Девы первой декады, если в этом июле вы захотите узаконить свои отношения, это очень даже тоже будет хорошо. Или хотя бы понимание того, что вы хотите в новую жизнь пойти, то есть с человеком построить новую жизнь на новом уровне, это тоже очень хорошая история для дев первой декады, хоть и несмотря на все штормы, которые будут происходить. Вот, идем дальше.
Казалось бы, у нас тут уходящий лунный цикл с 29 июля по 12 августа, и вроде как здесь можно расслабиться. Да я наоборот хочу сказать, что здесь нужно максимально и очень классно двигаться вперед для дев и первой, и второй, и третьей декады, потому что здесь включаются уже очень хорошие такие возможности с точки зрения проявить себя, двигаться вперед. Эмоциональный фон будет уже не такой масштабный, мы уже как-то вот вроде привыкли, но тем не менее будьте аккуратны, естественно, в финансах, потому что Венера в квадратуре с Лилит, и Венера у нас 7 августа переходит в знак Весы. Это когда захочется красивой картинкой, и неважно, кто будет за нее платить, я, кто-то другой, сейчас или где-то когда-то. Не очень благоприятное время идти в кредиты, потому что еще и Марс будет в оппозиции с Лилит, да. Будьте с этим аккуратны. Но опять же, кредит – это финансовая составляющая, и здесь у Плутона очень гармоничный аспект с Ураном, с Венерой. Опять же, включается на этих 2 неделях. Здесь нужно все-таки смотреть точечно, потому что это если для развития в будущее, то может получиться. Но опять же, здесь должны быть очень хорошие источники дохода для того, чтобы потом эти кредиты не легли тем же самым грузом и не перешли в очень такие зрелые судебные решения, потому что оппозиция Юпитера с Плутоном все-таки еще расходящиеся. И здесь есть свои определенные риски. Поэтому здесь смотрите все досконально, четко, максимально честно. Только так. По-другому просто вообще никак. Нужно быть максимально честными с собой в это лето, чтобы в финансах не уплыть туда, куда не нужно. Вообще очень хорошее время для работы, для проявления себя, выходить на публику, заявлять о своих лучших качествах, себя показывать, ходить на собеседование, писать о себе красиво в резюме, желательно, если это еще и подкреплено реально навыками, тогда это вообще супер классно, тогда будет очень хорошо. Что еще? С начала августа у нас Венера переходит в знак Весы, но в квадратуре с Лилит, в квадратуре с Марсом и в оппозиции с Нептуном. Будьте аккуратны, опять же, с финансами, куда вы их вкладываете, будьте аккуратны в отношениях, не обольщайтесь, не очаровывайтесь раньше, чем вы увидите на самом деле человека, не тратьте финансы на глупости, очень сильно захочется потратить на глупости. Почему-то говорю, потому что у нас коридор затмений 12 августа мы включаем на гармоничных, собственно, аспектах, но Венера будет в оппозиции с Нептуном, а заканчивать мы будем коридор затмений. Венера будет в оппозиции с Сатурном, а это всегда такая максимальная неприятная честность, когда в кошельке минус. То есть здесь нужно эту историю, дорогие, понимать, чтобы не остаться в конце августа без средств к существованию. Вот такая вот история, когда коридор затмений может удастся настолько удачным, но не очень прекрасно для кошелька. Тем не менее, что можно сделать в этот коридор затмений вообще в принципе для дев, потому что в эти 2 недели как раз-таки с 8 июля еще Меркурий будет в оппозиции с Плутоном, и это вот чему нас научил июль? Июль нас учил договариваться, август нас будет учить не просто договариваться, выдерживать напряжение, напряжение сложное в тех сделках, где мы просели, где мы не делали, где мы перестали стараться, либо же где-то остановилась наша сделка, и нам теперь нужно ее довести до конца. И это очень хорошая история, которая будет в этом августе в коридоре затмений. Поэтому, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады, если у вас есть вопросики с недвижимостью, если вы к этому пришли, очень хорошая история довести сделку до ее красивого результата, потому что Меркурий в оппозиции с Плутоном, когда нужно договариваться. Даже если на другой стороне с нами кто-то против, не получается. Меркурий еще мы включаем коридор затмений, у нас все переходит в знак Льва, буквально там
по несколько градусов в день Меркурий делает, пробегает, и это очень быстро, активно. И 12 августа у нас включается коридор затмений, где Солнце в соединении с Луной, в соединении с Юпитером, в соединении с Меркурием. Потрясающие гармоничные аспекты с Венерой, с Нептуном, с Марсом, с Ураном у этого всего. Поэтому здесь, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады, включайте весь свой интеллект, знания, хватку, мощности. Хорошее время, чтобы устроиться на новую работу, запустить проект большой, мощный. Это коридор затмений на растущем лунном цикле. Когда я вам скажу, что с 12 по 28 августа нужно давить на газ. Можно даже начинать газовать с начала августа, прямо-таки сразу уже форсировать события, и тогда в коридор затмений вы будете пожинать плоды своих действий, двигаться в своем направлении в деньгах. Очень хорошее время, много активности. Из минусов Венера в оппозиции с Нептуном, когда может эмоциональная составляющая в отношениях нас как-то вводить в раздрай. Меркурий в оппозиции с Плутоном, но для Меркурия это очень хороший аспект, который заставляет нас эволюционировать, двигаться вперед, решать задачи. Нас как бы обстоятельства подводят к тому, чтобы мы делали, говорили, договаривались, понимаете? Единственное, не уходите в иллюзорные истории или в разочаровывающие истории в отношениях, потому что буквально уже сейчас скажу, с 15 августа Венера будет в оппозиции с Сатурном, и там наступит такое приземление, когда нам будет уже четко и понятно, что отношения – это отношения. Быт есть у всех, просто это нужно понимать. Ну и в финансах наступит такое приземление, когда захочется больше копить, сохранять к себе. Очень хорошая история, кстати, в августе у Дев это история к переезду, потому что Меркурий будет в соединении с Юпитером. Это история к переезду, к приобретению недвижимости, размену недвижимости, построение своего фундамента в работе, в карьере, повышение статуса. То есть момент, когда вас увидят наконец-то, да, то есть когда вас заметят, и словить очень классные плюшки вообще в принципе для себя, для своих финансов. И вторая половина августа просто потрясающая на результат вообще в принципе для всех дев. Девы третьей декады, если не будете бояться, у вас все тоже будет идти в то самое развитие. Здесь главное выходить из своих таких состояний. Опять же, мой гороскоп может быть как красивая сказка, если ничего не делать. И да, коридор затмений мы заканчиваем с вами 28 августа. Это полнолуние в рыбах. Полнолуние в рыбах кто заметит очень сильно? Девы первой декады. Особенно если не было сделано чего-то такого очень важного, классного в это лето, что планировалось, связанное с работой, со своим статусом. Здесь как раз-таки Солнце будет в первой декаде знака Девы. И здесь придет такое внутреннее ощущение, еще же ваши дни рождения, внутреннее ощущение, но почему я не делаю то, что хочу, включиться свое солнце, да, внутренне такой огонечек загорится и захочется делать. Делайте. Но только не делайте в конце августа этот период над эмоциями. Точно так же, как в июле. Июль очень хороший месяц для того, чтобы изменить очень много на таком эмоциональном состоянии, на эмоциональном уровне. Да? Но под эмоциями действовать нельзя на фоне эмоций, потому что это будет такая разрушающая энергия. И в конце августа точно так же. Девы первой декады, не действуйте под разрушающими эмоциями. Девы второй декады, у вас хорошая история с финансами, продуктивность, вопросы недвижимости, все в работе. То есть если вы в июле настроили, вышли из каких-то сложных финансовых историй, своих состояний, что вы недостойны, что у вас не получится, если вы прям честно на себя посмотрели, то в августе у вас и коридор затмений вы окончите на потрясающих аспектах. Юпитер в гармоничном аспекте с Сатурном – это история, которая ведет к продуктивной работе, к получению того самого статуса, финансов, того, чего вы хотите для вашей финансовой составляющей. И в любовных отношениях точно так же, потому что еще и Юпитер
в гармоничном аспекте с Венерой. Поэтому не жестите июль и август, все будет нормально. Главное голову иметь на плечах, не действовать под эмоциями. Девы третьей декады, этот коридор затмений все-таки будет ощущаться для вас как такой эмоциональный скачок, толчок, как момент понять, что же вы все-таки хотите, каких отношений вы все-таки хотите. Здесь будет выстраиваться волна все-таки прихода вас к финансовой стабильности, к основательным отношениям, все будет вас к этому вести, поэтому здесь, конечно же, просто будьте честными к себе, и тогда сентябрь будет вообще для вас просто такой взлетной полосой, потому что в конце сентября Юпитер переходит в третью декаду знака Льва и будет влиять, конечно же, на вас, девы третьей декады, и здесь уже у вас такой прям здравый, активный оптимизм появится. Убирайте ощущение, что вы где-то недостойны, что вы не можете, что у вас не получится. Если вы в июле с этим не разберетесь, тогда коридор затмений будет для вас не благоприятным и позитивным периодом, а периодом волнений, что как-то все у меня очень нехорошо. Вот сентябрь наступает, и все события у нас будут вокруг таких основных моментов. 11 сентября у нас новолуние в Деве, у нас 11 сентября уходит в ретроградное движение Уран, у нас Венера переходит в знак Скорпиона, становится в квадратуру с Плутоном. И с этого периода у нас начинается уже фактическая такая история ретроградной Венеры. Официально она будет по программке с 3 октября по 14 ноября 2026 года. Но период с 10-11 сентября мы уже будем прям таки чувствовать, что что-то у нас в отношениях и финансах будет идти не так, как мы планировали. Если мы не подготовили историю с финансами летом, про что я весь гороскоп говорю, тогда период ретроградной Венеры, мои дорогие девы, для вас будет таким очень эмоционально насыщенным, и даже могу сказать, что такой немножечко отягощающий, потому что ретроградная Венера будет в Скорпионе в квадратуре с Плутоном, а это вообще не радостные эмоции. Это когда мы реально очень сильно эволюционируем в деньгах. И здесь эволюция, она либо в плюс, либо в минус. И по отношениям здесь точно так же. Если не навести порядок в своей голове летом, тогда осенью это будет просто какая-то невероятная череда разводов, судов, дележки имущества в той же самой истории, раздел бизнеса. То есть это будут совершенно такие другие истории, которые, если вы не смотрели годовые прогнозы, где я все-таки рассказывала, какой у нас будет осень, да, может быть и напряженной. Поэтому все-таки я за то, чтобы навести порядок летом. И да, новолуние 11 сентября у нас в Деве. О чем этот лунный цикл? Вообще, на самом-то деле, очень много гармоничных аспектов. Здесь может быть просто такая лень у нас, потому что Венера, прошу прощения, Меркурий будет в квадратуре с Лилит. И да, 14 сентября Лилит меняет знак, и Стрельца переходит в знак Козерога, перестает влиять на Дев третьей декады, поэтому здесь в принципе закончится такая волна страхов, волнений, что как-то вот недостойно, не получится, мы не можем. Все вы можете, дорогие девы третьей декады. Поэтому здесь, конечно же, новый лунный цикл, он про честность, он про действие, потому что здесь у нас действовать вообще нужно в ближайшие полгода девам, потому что у нас с января 2027 года, сейчас вот кручу, и нет, я не ошиблась, у нас с 11 января включается ретроградный Марс, внимание, в Деве. Да, вот, мои дорогие, поэтому для вас это тоже будет такой очень важный период. Поэтому все волнения убираем опять, четкость, планирование. В ретроградное движение уходит Уран, он уходит в гармоничном аспекте с Плутоном, с Нептуном, с Меркурием в том числе, поэтому здесь ускорение в своих навыках. Если вам нужно обучение, обучайтесь. Если вам нужно развитие бизнеса, развивайтесь. Если вам нужен скачок финансов для своего построения фундамента своей жизни, а это очень сильно нужно девам второй декады в сентябре, к этому очень сильно нужно прийти, делайте.
потрясающе. Вообще, девам первой декады однозначно никуда тоже не говорю. Здесь у вас вообще большой такой квантовый скачок вперед, в рост, в развитие. И если вы не будете идти в свое, ну, то есть финансовое развитие, в развитие себя по жизни, да, тогда у вас жизнь будет убирать все те моменты, которые мешают вам двигаться вперед. Собственно, для этого и пришла квадратура Урана-то девам первой декады. Для того, чтобы вы стали человеком нечто большим, да, некто большим. Если вы поднимаетесь на уровень выше, то тогда здесь и ответственности вам больше идет. Здесь, естественно, эмоций и волнений, но за это нужно работать, за это нужно действовать, и у вас будет это получаться. Но не ценой ваших отношений, пожалуйста. Да, в Деву второй декады у вас здесь вопросы стабильности, финансов, приобретения недвижимости, карьерный рост, переезды, миграции даже, могу сказать. И это я не могу сказать, что плохо. Это очень хорошо, если вы уже сейчас на момент выхода этого гороскопа все-таки сильны в своих позициях, в своем мнении, у вас есть план, тогда вы можете даже вопросы миграции начинать уже сейчас с июля, и в августе очень классно у вас эта история получится. Девы третьей декады, для вас вообще очень важно будет это новолуние. С 11 сентября здесь вы включитесь по максимуму. Включитесь по максимуму в действие, вы здесь зажгетесь, уйдет у вас какая-то вот эта паника, страх, что как-то вы не идеально что-то сделаете. Со всеми бывает это не идеальность. Ну, мы все хотим идеально, но идеально не получается никогда. Никогда. Поэтому здесь убирайте ненужные иллюзии с вашей головы, и сентябрь для вас становится поистине взлетной полосой. И да, к концу сентября у нас Юпитер переходит в третью декаду Льва, и включается множество возможностей все-таки для как раз-таки дев третьей декады. Это и карьерный рост, и финансовая составляющая, и изменения в жизни, переезд, улучшение своей жизни. Меркурий будет в гармоничном аспекте с Юпитером. Очень хорошее улучшение качества вашей жизни. Дорогие девы, третьей декады обязательно это нужно делать. Но для этого нужно сделать такую большую мощную трансформацию своих эго, амбиций, то есть реально нужно подняться над обстоятельствами. И да, программка меня не слушает, сейчас включу полнолуние. Полнолуние 26 сентября у нас будет в Овне, но Луна будет у нас в соединении с Нептуном, в очень гармоничном аспекте с Плутоном, с Марсом. Это все будет влиять на Дев третьей декады, поэтому здесь, дорогие, не уходим в иллюзии, не уходим в страхи, потому что Луна будет с Нептуном в квадратуре с Лилит. Можете немножко забояться своего успеха, не бойтесь. Расправляйте плечи, идите вперед. У вас еще продолжаются истории, связанные с кармическими узлами. То есть никак вас эта история не отпустит легко, а здесь просто в гармоничных аспектах Меркурий на кармические узлы. Двигайтесь вперед, будьте собой, включайте свои качества девы и двигайтесь, все у вас будет прекрасно в развитии. В целом, дорогие мои девы первой и второй и третьей декады, хочу сказать, что это лето для вас такой очень классный момент, когда, ну, надеюсь, уже вы отказались от всех плохих привычек, которые разрушают вашу жизнь, да, а это иллюзии, это страхи, это переживания, волнения, что у вас не получится. А я вам говорю, что получится, если делать. Если делать, то получится. Не идеально? Да кому нужна эта идеальность? Вообще без разницы на эту идеальность. У многих, наоборот, получалось как раз-таки хорошо, когда было не идеально и понравилось именно это не идеально. Если бы я ждала, когда у меня будет идеальный гороскоп, я вот это третий раз записываю ваше видео, и да, не идеальный свет, ну вот я могу сейчас снова выключить, но нет, я же знаю, что эта информация вам нужна, поэтому закрываем глаза на неидеальность и идем, мир вообще перестанет быть таким, каким он был, и он станет вообще не идеальным, и к этому нужно будет привыкнуть.
И да, лучше привыкнуть, когда у вас есть фундамент, когда у вас есть своя стабильность. Для девы стабильность – это когда есть продукты в холодильнике, когда есть финансовая подушка, когда есть работа, которая кормит, и неважно, найм это, либо это свой бизнес, но для дев это история построения себя, убирать все вредное из своей жизни, убрать все иллюзии, разрушающие вас, эмоциональные качели тоже убрать. Июль до 23 числа потрясающее для этого время, а потом просто газ. Двигаемся вперед, планируем четко свое время, свои навыки, планируем свой день, полезные привычки, сон, еда, спорт, в работе, доделываем дела до конца, структурируем свои финансы, убираем траты на глупости, в отношениях наводим порядок, понимаем, что где-то мы вообще упустили нить своих отношений, где-то мы считаем, что как-то вот оно все не так, но вообще Венера в Деве это как раз-таки для того, чтобы, дорогие, в июле вот в ваших отношениях было все прекрасно и хорошо. Поэтому здесь, если вам захочется, например, Девы первой декады уйти в закат, все бросить, не надо бросать. Если Дева второй декады почувствует в июле разочарование в отношениях, так не надо было очаровываться, просто честно посмотрите на себя, на своего партнера и живите дальше. Поговорите и живите дальше, стройте свое комфортное, потрясающее будущее. Девы третьей декады, ну не надо здесь уходить в какие-то непонятные связи, в разрушение и думать, что где-то там сыр повкуснее. В конечном итоге все отношения приходят к быту. Ну, если захотелось где-то погулять, и вы свободная дева, там, первой, второй, третьей декады, ну, погуляйте. Хорошее время для гуляния, свидание, опять же, июль, но август – это время ускориться. Сентябрь – это момент четкий, планирования продуктивного своих финансов и усложнения своей жизни путем новых навыков, новых компетенций, потому что ретроградная Венера, забегаю вперед, будет у нас в период ретроградности своем в соединении с ретроградным Меркурием, тоже в Скорпионе. Представляете? И да, здесь момент может быть максимально, когда мы не сможем договориться, поэтому сделайте свой максимум в тех сферах, которые я сказала, для каждой декады озвучила, да, этим летом, чтобы это лето было для вас реально таким большим классным прорывом, и вы себя за это потом похвалили и сказали, как классно, что я для себя сделал главное, а это фундамент, основу для жизни. Еще раз, мы смотрим новости, развиваемся, подтягиваемся в финансах, подтягиваемся в отношениях, подключаем нужные связи в свою жизнь. И да, пришло время связей, и на ближайшие 1,5 года это время, когда мы развиваемся путем наших отношений. Неважно, это бизнес-партнеры, это наша вторая половинка, которая нас поддерживает во всем, это наши друзья, это наши контакты. То есть мы всегда должны открыть телефон и понимать, кому мы напишем для того, чтобы как-то решить нашу проблему. И помогайте другим людям точно так же решать их проблемы для того, чтобы жизнь становилась качественней. Потому что мир придет в такой некий коллапс, и не хотелось бы, чтобы люди были разрознены. Вот такой гороскоп, дорогие. Постарайтесь сделать максимум для своего будущего. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях, и я в режиме свободного времени постараюсь на них ответить. Желаю всего доброго, сил, терпения. Это все точно у вас есть, и вы со всем справитесь. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.